От пациентки. Болят кисти рук. Продолжительность около полугода. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 40 лет. Дата исследования – 3 марта 2021 года. Область исследования – правый лучезапястный сустав, кисть. Кости, образующие лучезапястный сустав, имеют обычную конфигурацию. Анатомические соотношения в суставе сохранены. Угол сочленения с лучевой костью в норме. Кости запястья обычной формы. Связаны друг с другом, лучезапястным и карпометакарпальным суставами, в структуре определяются мелкие участки субхондрального фиброза. Суставные поверхности имеют четкие и заостренные края, нормальную толщину кортикального слоя, признаки субхондрального склероза. Ширина полости сустава несколько снижена, интенсивность сигнала от костного мозга не изменена. Суставной диск локтевой кости, треугольный фиброзно-хрящевой комплекс, нормальной конфигурации и интенсивности МР-сигнала. Межкостная мембрана предплечья без патологических изменений. В полости лучезапястного сустава и суставах запястья определяется умеренное количество свободной жидкости, по тыльной поверхности скопления размером 13 на 10 на 4 мм, у проксимальной поверхности трапециевидной кости скопление жидкости размером 6 на 6 на 4 мм. В полюстне-фаланговых сочленениях также жидкости несколько больше обычного. Заключение. МР картина артроза артрита правого лучезапястного сустава. 5 марта 2021 года доцент кафедры КМН Котов ЭМА. Комментарий врача-рентгенолога. У вас сохраняются признаки артроза, диагностированного еще на рентгене. Также выявлены скопления жидкости в полостях лучезапястного сустава, указывающие на активность воспалительного процесса. Из-за этого у вас боли и слабость в руке. Вам нужно обратиться к терапевту, ревматологу для назначения лечения. Самостоятельно такие вещи проходят очень долго и плохо.